Представители знака зодиака Водолей. Водолеи, мои дорогие, здравствуйте. События ближайшего будущего. Таро на неделю с 20 по 26 мая. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Будем реалистами. Любой прогноз о личной истории не расскажет, увы. Но я надеюсь, мы проведем с вами приятное время. И какие-то подсказки вы для себя все равно получите. Кому интересно, приглашаю перейти в инфобокс в описании под видео, где я оставила ссылку на свой сайт и статья «Гороскоп на май», планетарный гороскоп для всех знаков зодиака. Прочитайте. По асценденту, может быть и по луне, и подсказки какие-то вы найдете. А также другие видео я тоже оставлю ссылки для более удобной навигации по моему каналу YouTube. А мы идем с вами дальше. И первый вопрос, что важно знать, что для вас в приоритете, мои дорогие водолеи. Чего будет касаться дела, вопрос на этой неделе, чем придется, может быть, заниматься. Чего не избежать? Неожиданности, внезапности. Чему сейчас не время? Что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? Посмотрим энергии. Дела, работа, бизнес. На неделю. Энергия денег. И личная жизнь. Что же для вас важно? Какой-то путь нужно пройти в одиночку? Или какой-то вопрос решить именно самому, самой? Именно в вашей юрисдикции, может быть, находится решение. Или когда вы принимаете окончательное решение. Может быть, в связи с тем, что внешняя обстановка такая. Или когда вы получили какое-то известие от конкретного человека. Но это когда мы идем своим путем. И я люблю эту карту за то, что никто не мешает. Невозможно мешать отшельнику. Это мудрец, который знает все. Который умеет и, кстати, из области иррационального допускать, что жизнь наша не бывает предсказуемой полностью. И поэтому он готов к неожиданностям. Фонарь – это прообраз интуиции по преданию. Он включается ровно вовремя. И здесь отшельник идет по пути, который на карте он изображен, как будто висит в воздухе эта тропа. И фонарь включился, и отшельник видит змею. Поэтому слушайте свою интуицию, мои дорогие. Интуиция – это интеллект и наш опыт. И когда придется, может быть, делать важный выбор именно в сторону самого себя или самой себя. Или, как я уже сказала, решать вопрос, но вот где-то самому, потому что он на вас сконцентрирован. Но у вас получится осуществить самый сумасшедший проект, потому что никто не мешает. Неожиданности. Ух ты, еще один старший аркан, колесо фортуны. Здесь как возможности, которые могут открыться, проявиться на этой неделе, так и могут быть, допустим, известия, когда вы понимаете, что да, вот я теперь надеюсь сама на себя или сам на себя, потому что какая-то дверь закрылась или какая-то возможность, она уже теперь невозможность. Переоценка ценностей может быть на этой неделе, мои дорогие водолеи, с учетом внешних обстоятельств, с учетом ваших желаний, безусловно. И по колесу фортуны все-таки это больше добрая карта. И значит, какова бы обстановка вокруг вас ни была, я могу предположить, что очень турбулентная. Но значит, вам пройти нужно через какую-то вот эту быструю смену декораций, событий, чтобы выбрать, опять же, правильное направление. Тут вопрос выбора правильного направления, поскольку что важно знать? Отшельник, вам важно знать, куда же я иду. Или составить какой-то тезис-план, что для меня сейчас важно, или какое качество жизни я для себя хочу. И исходя из этого, из наших желаний, из наших честолюбивых планов, построить свою стратегию, тактику тоже. Вот это все будет важно. Но и пространство, мои дорогие водолеи, словно подыгрывает, потому что в неожиданностях колесо фортуны. Это как бонус какой-то или удачное стечение обстоятельств. Возможности приходят не совсем так, как мы их ждем. Поэтому нас первый момент может так вот немножко шокировать, чему сейчас не время. Не время проявлять холодность или подвергать все сомнению, или
есть какая-то тема, ведь это вот, посмотрите, король мечей, ваша карта, но это рационализм, это логика. А вот по отшельнику это совсем другое. Это что-то возвышенное. Это то, что не поддается логике. И вот вам логическое и совершенно иррациональное нужно совместить. И как раз в позиции, чему сейчас не время, холодному рационализму, холодному расчету. Или если вы, допустим, мои дорогие водолеи, вот хотите приступить к какому-то проекту, а как только начинаете что-то считать, видите, что да нет, не идет, денег не будет, дохода не принесет какое-то дело. Ну вот буквально, если мы переложим на нашу реалию жизненную. А карта все равно говорит, а ты попробуй как-то с другим подходом, с другим заходом. Не отказывайся от какой-то идеи, понимаете? Пусть ты сейчас не видишь, как ты это будет, допустим, на практике, или это будет у тебя именно в финансовом эквиваленте, но ты не отказывайся от какой-то идеи. Может быть, вот как у этого отшельника, кстати, отшельник ведь это дервиш. Для него не нужно многое, вот сама идея, которой он следует. И, может быть, по дороге следования как раз и пространство поддерживает или проверяет, насколько вы готовы идти за своей мечтой. Вот какая-то такая интересная конфигурация. Прочувствуйте, мои дорогие водолеи, этот нюанс, а мы посмотрим, что же вам помогает. Быть реалистом вам помогает, консерватором вам быть помогает. Вот интересно, а в то же время рационализм какой-то холодный в позиции, чему сейчас не время. Может быть, карта говорит, не время, к примеру, говорить или заявлять кому-то, я с тобой разберусь, я подам на тебя в суд. Вот этому не время точно. Или, знаете, строить свои отношения с позиции, когда мы холодно, безапелляционно какую-то правду заявляем, вот так вот жестко, бросая вот как мокрое полотенце в лицо. Вот этому точно сейчас не время. Или спорить с кем-то начинаем, вот этому не время. Надо сказать, реалист, король пентаклей, и это в позиции уже помогает. Тут какой-то консерватизм помогает в то же время. Ну, значит, или когда мы опираемся сами на себя. Все же король пентаклей, он набил себе шишек за свою жизнь. Его много раз жизнь, то есть энергетика такова этой карты, что жизнь его научила быть этим самым прагматиком где-то или консерватором и доверять только тем методам, которые продуманы. Или когда он рассчитывает сам на себя, не на то, что кто-то придет на помощь, или обстоятельства вдруг как-то так удачно сложатся. Нет, он на авось не надеется. И в этом есть и как стабильность, так и с другой стороны наказание. Но в данном случае, вот в этом консерватизме, он вам отчасти помогает. Знаете, смотрите, что может получиться. С учетом карты отшельника и двух королей. Как будто у вас сложатся обстоятельства, что вы столкнетесь, может быть, с представителями закона или законной власти. Или вы пойдете по чиновникам, вам нужно оформить документ. Или, мои дорогие, вы можете просто столкнуться с человеком, пусть он не в форме, а он будет при должности какой-то. Или это чиновник, или, может быть, это человек, который при погонах. И он будет себя выдавать за кого-то другого. Вот такое тоже может быть. И тогда вам нужно быть как этому отшельнику. Как мне, знаете, чтобы о вас создалось мнение, что вы не от мира сего. Вам как будто оппонента нужно запутать. И у вас должно это быть очень красиво. А в это время вы должны быть, вот как этот король Пентаклей, все, что я перечислила. Вам, возможно, придется сыграть вот в эту рулетку судьбы и быть великим актером. Потому что полярные карты, посмотрите, они вроде бы близкие, но они в каком-то перепутанном значении. А важно знать, что действовать на своей волне, по своему фарватеру. Или как вам подсказывает где-то интуиция. Все-таки мы говорили про фонарь и змея, которую вы обнаружили. Будьте актером, мои дорогие водолеи. И если вы за собой таких качеств раньше не замечали, то вам придется их развить, потому что для вас это очень правильная стратегия. Вы находитесь, колесо фортуны, у вас сейчас период перемен. И пока невозможно кому-то что-то обещать. Или одно неправильная фраза или слово оброненное, или то же самое обещание
вас может поставить потом в какую-то патовую ситуацию. А вот когда мы где-то играем, умело изворачиваемся, идем по ситуации, вот просто по фарватеру, не создавая себе проблем, вот тогда это будет для вас сильная позиция. Тогда вы выйдете сухим из воды, даже тогда в тех случаях, когда это совершенно необходимо. Что же скрыто, интересно? У кого-то могут быть вопросы, связанные с детьми, которые вы будете буквально решать. С другой стороны, вас может заинтересовать какой-то проект, но он еще пока сырой. Вас может заинтересовать человек конкретный. И вы, вот правда, человек может представляться в одном свете, а на самом деле вы о нем не знаете информации. Он о себе много не рассказывает. Или вот есть такая фраза «включил дурака». Человек включил дурака, и вот то, что я говорила сейчас про актерское мастерство, будет как нельзя кстати, потому что и в отношении вас вот в каких-то подобных энергиях могут быть либо люди, либо конкретный персонаж. И если вы будете где-то тоже подыгрывать, но при этом очень прагматично оценивать реальность, вот как этот отшельник опять же видит эту змею, то тогда у вас будет очень сильная позиция. Отшельник, его невозможно купить. Его невозможно купить на лесть. Его невозможно расстроить какими-то обидными словами. Ему попросту наплевать. Ему важнее то, что он о себе думает. И вот для вас эти энергии очень важны. Но в то же время вокруг вас люди. Мы живем в обществе. Мы не свободны от общества, да, и поэтому взаимодействовать вот в таких артистических энергиях для вас будет важно означать какую-то сильную позицию. И люди-то могут представляться или как будто говорить вам, а я не знаю, или к вас к чему-то склонять и говорить, а у тебя получится лучше, чем у меня, или сходи попроси там за меня, допустим, кого-то, может быть, у вас есть, те как знакомства, связи, когда вы действительно это можете сделать, тогда вот в это не включайтесь. Тут какая-то игра, но не по вашим правилам. А вы должны вести свою игру. И я не могу сказать, что эти игры где-то пока пересекаются. У кого-то это может проиграться в вопросах бизнеса, работы. Я даже не вижу, что это личной жизни. Разве что личных согласований, документов или каких-то взаимоотношений. Тут может быть, ведь это скрыто, вот какая-то радость, знакомство, приятное общение. Но я могу допустить, что к этому есть какая-то еще и подоплека своя личная. Вот что-то не прошляпить. Дела, работа, бизнес. Для кого-то поездка. И если вы собираетесь в поездку, надейтесь сами на себя, мои дорогие водолеи. Для кого-то необходимо совершить эту поездку, чтобы на месте разобраться, в чем вопрос. Или игра это стоит свеч или нет. И тогда будьте очень внимательны, чтобы себя не обесточить, не вогнать в какой-то минус, не подвергать себе риску. Со знаком плюс всегда шестерка мечей проигрывается, когда мы изучаем новое. Когда мы планируем, допустим, освоить новую профессию, изучаем языки. Вообще, в принципе, что-то осваиваем и изучаем. Или когда мы планируем, опять же, какие-то перемены. И тогда вы ведь тоже обратите внимание, как отшельник идет один, холодной энергии, по шестерке мечей, тоже холодная энергия. Девушка плывет в темноту, она отплыла от прежнего берега, но дальше еще нам не говорят, как разовьются события. И она готова к тому, что она может столкнуться с неожиданностями. Вот такие энергии по делам, по работе, по бизнесу. Поэтому точно с вашим социумом, с вашим окружением вести свою игру. Успех обещается, но нужно быть очень внимательному. И карта колесницы нам снова говорит, как о перемещении, и может быть для этого будут нужны деньги. Или вы хотите куда-то переехать, допустим, мои дорогие водолеи, и какой-то пазл у вас не складывается. Может быть, кто-то вам обещал. Или вы строили какие-то планы, проекты, а здесь выясняется так, что нет, я не собираюсь куда-то отправляться. Или вы куда-то отправитесь, но вы должны тогда четко понимать, что надеяться нужно на самого себя или саму себя. Хотя для кого-то из вас с учетом шестерки мечей тут как раз возможности по заработку-то и могут быть. Или по какому-то доходу. Но свою концепцию тогда вам придется изменить по части отношения к деньгам. Ведь всегда карта колесница – это
когда мы прощаемся с прошлым, или ломается какой-то стереотип внутри нас, или обстоятельства нас подталкивают к переменам в нашей жизни. Здесь любая может быть метаморфоза, в том числе и по деньгам. Но, повторюсь, добрый аркан. От ваших правильных приложенных усилий и действий будет зависеть конкретно ваш успех, потому что в конечном итоге как шестерка мечей, карта заслуженного успеха, так и колесница, она тоже подразумевает, что мы что-то делаем правильно и получаем успех. В личной жизни праздник, мои дорогие, какие-то добрые новости, умение или возможности договориться, или какое-то известие приходит. Ну, для людей, тех, кто в паре, для людей семейных, радость какая-то приходит. Или даже если вы один или одна, значит, вот то, что вы сделали хорошо, или то, что вы, может быть, как раз кому-то скажете, красиво нет, выйдете из какой-то скользкой ситуации. Потом вы за себя самого или саму порадуетесь. За то, что вы какую-то загадку, условно сложную, да, жизненный какой-то ребус сумеете, ну, тоже решить, проложить какую-то траекторию наперед. Вы тоже тогда за себя сумеете порадоваться. Что-то решается для вас, или, по крайней мере, вот этот жизненный путь, как по отшельнику. Вы видите, куда же мне следует идти. И если прежде вы сомневались, вот на этой неделе больше ясности, мои дорогие водолеи. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.